Всем привет, друзья! В прошлом видео мы рассмотрели юбилейный каталог MiniArt 2021 года. А в этом же ролике я хочу подробнее поговорить о контенте на первых страницах этого издания. Здесь MiniArt рассказывает о своей истории, ключевых рубриках, политике фирмы и других особенностях, за которые мы любим эти модели. Итак, MiniArt Models празднует 20-летний юбилей, и давайте просмотрим всю историю компании, остановимся на особенностях и принципах работы фирмы. С самых первых лет существования MiniArt взял курс на разнообразие и высочайшее качество своих изделий. И все это стало возможным, потому что модели разрабатываются моделистами для моделистов. Основатель компании и многие сотрудники также являются моделистами, и поэтому как никто знают, что и как нужно делать. Главный принцип MiniArt при разработке модели – это создание максимально копийного образца. Отсюда и большое количество деталей. Все ради соответствия прототипу. Немало внимания MiniArt также уделяет сопутствующим материалам. Боксарт, упаковка, инструкция разрабатываются не менее скрупулезно, чем сама модель, и исполняются также на высочайшем уровне. Ниже давайте рассмотрим историю компании. Здесь у нас таймлайн с 1999 года по 2019. В 1999 возникла идея о создании компании MiniArt Models, в 2001 фирма зарегистрирована, и в 2003 уже появляется первый набор. Это был набор фигурок в 35 масштабе. Через год ассортимент пополняется двумя новыми сериями: фигуры в масштабе 1 к 16 и миниатюры в масштабе 1 к 72. В 2005 году первое участие в международной выставке в Германии. 2006 первая модель военной техники, а также начало собственного производства. 2012 запуск серии наборов с разноцветным пластиком. Здесь речь идет о строениях в масштабе 1 к 72. В 2013 появляются новые серии в 35 масштабе. В 2014 в связи с известными событиями фирма перебирается в Киев. Кстати говоря, MiniArt Models была основана в Симферополе, но вот в этом году передислоцировалась в столицу Украины. 2016 год – новая серия в 35 масштабе, 2018 еще две новые серии, и, наконец, 2019 год ассортимент фирмы перевалил за 500 наборов. 2 десятилетия работы прошли очень плодотворно. Теперь давайте рассмотрим подробнее, что такое MiniArt Models сегодня. Принципы, которых придерживается компания, о них я уже говорил. Это и стремление к высочайшему качеству, и использование новейших технологий, а также тщательный подход к выбору и к реализации каждого прототипа. Далее наборы и серии, которые предлагает MiniArt. И первое здесь это фигурки. С них началась история фирмы, и до сих пор ассортимент фигурок регулярно пополняется. Среди миниатюр большое внимание уделено Второй мировой войне, также большое количество фигурок на современную тематику, и кроме того есть гражданские миниатюры. В 2020 году MiniArt стал дополнять свои фигурки смоляными головами. Это очень здорово повысило и без того замечательное качество наборов. Далее следующие направления. Фигуры в масштабе 1 к 16, среди которых встречаются исторические личности разных эпох, а также колоритные воины своего времени. Далее те самые наборы из разноцветного пластика. Это вот такие строения в масштабе 1 к 72. Следующее довольно обширное направление – это макеты построек и подставки в масштабе 1 к 35. Эти изделия исполнены с помощью вакуумных форм. Вот одна из новинок, кстати,
шикарная подставка с железнодорожным переездом. В комплекте также идет несколько моделей: шлагбаумы, знаки и железнодорожный семафор. Далее, ни для кого не секрет, что Mini-Art предлагает широчайший ассортимент всевозможных аксессуаров. Среди них аксессуары военного и гражданского назначения, как середины прошлого века, так и современные. Следующее направление – это военные и гражданские модели техники. Mini-Art выпускает множество моделей, которые никогда ранее не издавались в пластике. Среди них трамваи, трактора и также обширная линейка гражданской техники. Mini-Art — это, наверное, первая фирма, которая вот так активно взялась за эту тему в 35-м масштабе. Как-то так уж повелось, что 35-й масштаб — это строго военное направление, Первая мировая, Вторая мировая, современные конфликты. Но вот гражданская тема в 35-м масштабе всегда как-то игнорировалась. Я даже когда пришел в моделизм, у меня первая мысль возникла — это брать модели, скажем, от ACM, которые позиционируются как военные, штабные автомобили, и исполнять их в ярких гражданских красках. И вот здесь также хочу выразить благодарность Mini-Art за то, что они поддерживают и развивают такую не столь популярную нишу. Хотя вот благодаря их моделям сейчас все больше и больше встречается гражданских работ в 35-м масштабе. Вот, кстати, здесь также упоминается, что Mini-Art — это первая, да и на сегодняшний день единственная фирма, которая выпускает пластиковую модель трамвая в 35-м масштабе. Модель, кстати, великолепная. Сам собирал такого немецкого трамвая, и сейчас у меня на очереди советский трамвай ранней серии. Следующее довольно свежее направление — это серия What If. Всевозможные безумные образцы инженерной мысли воплощаются здесь в пластике. Далее, особняком стоит серия воздушной техники в 35-м масштабе. Для этого раздела Mini-Art выбирает наиболее редкие и интересные образцы. Например, немецкий вертолет «Колибри» или же британский «Автожир». Следующее направление — современные военные конфликты. Здесь Mini-Art предлагает технику, аксессуары и также фигурки. Ну а в этом году нас ждет еще один раздел. Это самолеты в масштабе 1:48. Mini-Art дебютирует в новом масштабе. Но глядя на авиатехнику в 35-м, я не сомневаюсь, что и здесь самолеты получатся просто отличные. С нетерпением ждем, какую же модель Mini-Art представит первой. Одна из идей набора в Mini-Art — все включено. То есть, приобретая любую модель, вам вряд ли придет в голову дополнять ее каким-то автомаркетом. Здесь вы найдете исчерпывающую детализацию в пластике, фототравление, а также обширную декаль. Разработка отдельно взятого набора от идеи до воплощения может занять годы. Mini-Art тщательнейшим образом подходит к изучению прототипа, изучается техническая документация, всевозможные чертежи, архивные и современные фотографии, а также по возможности проводится работа с реальным прототипом. Так, например, при проектировании британского автобуса Первой мировой войны был посещен музей в Лондоне. После сбора и обработки материалы переходят в руки 3D-моделистов. И вот один из примеров их работы. На этом этапе не только детально прорабатывается будущая модель, но и также разрабатывается членение и размещение деталей на литниках. Mini-Art использует лучшие из доступных технологий литья. Современные печатные станки, высококачественный пластик, ну а также активно используются многоразъемные формы.
Одна из особенностей моделей гусеничной техники от MiniArt – это наборные или даже рабочие траки. Такие траки обеспечивают наилучшую копийность. А еще одно из важных направлений и таких, можно сказать, фишек MiniArt – это интерьерные модели. Танки и самоходки комплектуются полным интерьером боевого отделения, а также детализированной моделью двигателя и трансмиссии. Вот здесь представлены две новинки на сегодняшний день. Это немецкая четверка и советский Т-34. Обе модели наполнены просто потрясающе проработанным интерьером. Но помимо интерьерных моделей, MiniArt выпускает также облегченные версии этой техники. Точно такие же танки и самоходки, но без интерьера и двигателя. Уверен, и те, и другие наборы находят своих почитателей. Ну и, конечно же, нельзя обойти стороной бокс-арт и MiniArt. Это по-настоящему живые и атмосферные иллюстрации. За них можно сказать спасибо Владимиру Буту и Елене Станилевич. Еще одна из узнаваемых особенностей инструкции MiniArt – это боковые проекции моделей. Они нас встречают на лицевой стороне инструкции, а также прекрасно демонстрируют предлагаемые схемы окраски. Ну а также иногда на рисунках присутствует некий визеринг, что также можно использовать как образец в своей работе. Отдельно можно отметить декали. Во-первых, MiniArt дает большое количество вариаций на каждую технику, и каждый моделист сможет найти что-то свое. Также всегда приятно вернуться к модели, построить еще один экземпляр в другом цветовом решении. Ну а во-вторых, декали MiniArt полноцветные и неизменно высокого качества. Наносить их не составляет труда, ну а по итогу они становятся настоящим украшением модели. Вот здесь указано, что при печати используется более 15 цветов, и это немало. Для наилучшей детализации MiniArt также использует в наборах фототравления. Практически каждая модель дополняется подобной платой, хотя есть и такие, где исчерпывающая детализация дана в пластике. Конечно же, нельзя не отметить инструкции MiniArt. Это не просто схема сборки, а очень качественное вложение, дополнение к модели. Все инструкции полноцветные, имеют четкую и понятную схему сборки и красочные боковинки со схемами окраски. И, наконец, последнее, на чем я хочу остановиться, это сервис, который предлагает компания MiniArt. Во-первых, это активность представителей в социальных сетях. Здесь всегда вы найдете свежую информацию и сможете получить ответы на интересующие вас вопросы. Также на высоком уровне работает поддержка клиентов. MiniArt всегда заменит поврежденные детали, либо же вышлет недостающие. Ну и, конечно же, MiniArt всегда проводит работу над ошибками. Так, например, несколько лет назад был выпущен и бесплатно разослан всем желающим сет с исправлениями на одну из моделей. Также некоторые свои старые наборы MiniArt перерабатывает, дополняя их фототравленными деталями. Вот такая история, друзья. Такой путь проделал MiniArt за 20 лет и таких результатов добился на сегодняшний день. Обязательно напишите в комментарии, что из моделей этой фирмы вы уже собирали и какие у вас остались впечатления.